Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу представить Кена Коппа, который является руководителем департамента обучения клиницистов компании «PAGORAN», всемирно известного лидера в производстве материалов для жестких глазопроницаемых линз. И наша особая гордость – это линзы своего уникального дизайна PAGORAN CRT или ночная рефракционная терапия PAGORAN. Кен сегодня приехал из Штатов специально, чтобы доложить о новых возможностях, о новых дизайнах и о эволюции дизайнов, которая происходит неустанно в области ортокератологии. И мы сейчас начнем доклад, который будет посвящен линзам нового дизайна, который называется PAGORAN CRT Dual Axis, линза с двойными осями. Thank you. Can you hear me okay? Yes. Okay. Mr. Chairman, honored guests, it is my pleasure to be able to introduce to you the PAGORAN CRT Dual Axis product. Кен благодарит за внимание и с удовольствием представит сегодня новый дизайн PAGORAN CRT Dual Axis. This design has proven to be a successful option for those patients who display higher amounts of corneal astigmatism. Этот новый дизайн позволяет откоррегировать пациентов с большими, чем среднее значение астигматизма, которые обычно не подлежат коррекции стандартными дизайнами ортокератологических линз. Just to give you some history, the CRT product is in its 10th anniversary of FDA approval. Во-первых, хочется сначала вас познакомить с историей немножко нашей компании и, безусловно, поделиться нашими достижениями. Во-первых, компания PAGORAN первая получила разрешение Food and Drug Administration, это всемирно известный, очень жесткий контролирующий орган в Соединенных Штатах, который занимается выдачей разрешений на производство, разработку и использование различных видов медикаментов и вообще продукции, связанной со здравоохранением. Did I say all that? Мы это получили в 2002 году, я иногда чуть больше говорить. Это вы ему скажете. The approval, of course, has been still up to -6 diopters of myopia and up to -1 3/4 diopters of astigmatism. В этом году юбилей уже с момента получения десятилетний, но следует не забывать, что разрешение выдано для дизайнов линз, которые коррегируют близорукость до 6 диоптрий с астигматизмом до 1,75 диоптрий. The product is the worldwide leader in corneal reshaping product. Наши продукты, безусловно, мировые лидеры в области ночной рефракционной терапии. We have over 8,000 certified practitioners throughout the world. В мире насчитывается более 8 тысяч сертифицированных специалистов, которые работают с нашими линзами. Over 85% of the patients are children. И известный факт, подавляющее большинство наших пациентов – это дети и подростки. They are between the ages of 8 and 18 years old. В возрасте от 8 до 18 лет. The objective of these children, of course, is to control their myopia progression. И, безусловно, главная цель и привлечение, внесение этого метода в детскую коррекцию – это возможность остановки прогрессирования близорукости. For those of you who are not familiar with the CRT product, it may seem to be very similar to other orthokeratology designs. Для тех из вас, кто не сталкивался в своей работе, не пробовал разные дизайны линз, работает, возможно, с одним дизайном линз, вам покажется на первый взгляд, что строение нашей линзы такое же, как и у других. Однако это не так. Yeah. But in actuality, it is very different than any of the other designs. Но
Наш дизайн действительно уникален и отличается по ряду параметров от других существующих на рынке. Proximity control technology is a patented process in the manufacturing of the lens. Мы используем запатентованную технологию контроля подобия в производстве наших линз. And I will show you how this is different. И я покажу вам вскоре, в чем она состоит, в чем отличие. Now, the terminology that is used with the lens may be a little bit confusing. Возможно, терминология, которую мы будем использовать, удивит некоторых практикующих ортокератологов. Она несколько отличается от классической ортокератологической. The optical zone or the treatment zone is fixed at 6 millimeters. Оптическая зона фиксирована диаметра 6 мм. The reverse curve area is what we call the return zone. А вот вторая зона, которая следует за оптической зоной, называется возвратная зона, или на английском return zone. Ее ширина также фиксирована 1 мм. Это наша особая гордость. The reason why we call it the return zone is because it actually returns the lens to the peripheral cornea. Почему она называется возвратной? Потому что она возвращает как бы к пятну, если можно так выразиться на русском, возвращает нас к периферической роговице. This zone is fixed at 1 millimeter. Мы уже прошли. The peripheral zone is called the landing zone. Периферическая зона называется опорной зоной, то есть зоной опоры линзы на поверхности роговицы. The lens is available in different diameters. Эта зона, опорная зона, продолжается затем и заканчивается свободным закругленным краем, это я от себя добавляю, как ортокератолог, который позволяет нам не врезаться на периферии роговицы, а край остается несколько приподнятым, закругленным, во избежание травматизации роговицы пациента. И общий диаметр линзы – это параметр варьируемый также. Он может быть разным. За стандартный диаметр 10,5 мм. The only difference in lens diameter is the width of this landing zone. Can you repeat, please? Yes. The only difference in diameter is the amount of width of the landing zone. И достигается изменение диаметра, общего диаметра линзы, собственно, изменением ширины этой опорной зоны. Here we see a profile of the lens itself. Как вы догадываетесь, на предыдущем снимке мы видели линзу в фас. Теперь посмотрим на ее профиль более подробно, на ее геометрию. The return zone is actually what we call a sigmoid curve. Итак, мы начнем с возвратной зоны, которая выделена голубым цветом на данном слайде. Ее строение особое. При ее формировании, разработке используются сигмоидные кривые. The main function of the return zone is to move the base curve closer to or farther away from the corneal surface. Основная цель и задача, которая стоит перед функцией, какая функция опорной зоны, это перемещать базовую кривизну, которую вы видите в центре снимка, выше или ниже поверхности роговицы, то есть приближать к роговице или удалять от роговицы оптическую зону. The landing zone is unique because it has no radius of curvature. Опорная зона не имеет радиуса кривизны, и этим уникальна в том числе. The base curve is measured in radius of curvature in millimeters. Базовая кривизна имеет радиус кривизны, который измеряется в миллиметрах, задается в миллиметрах. The depth of the return zone is measured in microns. Глубина возвратной зоны измеряется в микронах. The landing zone is measured in negative angles of degrees. Положение опорной зоны в градусах. От себя хочу добавить следующее. Общее строение линзы, которое вы здесь видите,
И ее зон кратко можно описать следующим образом. Центральная зона, оптическая зона, зона, в которой мы добиваемся рефракционного эффекта, будет уплощать центральную зону эпителия. А вот возвратная зона всегда выстоит выше над роговицей, создавая там определенные силы, о которых мы поговорим позже. Но это всегда часть линзы, которая является глубже, имеет большую сагитальную глубину по сравнению с центральной зоной. Опорная зона служит как бы для опоры линзы, для улучшения центрации линзы на поверхности. И вот ее край в градусах может быть приподнят или опущен, то есть приближен или удален от поверхности периферической роговицы. Another feature of this product is that every lens is marked or laser marked with the parameters on it. Основное достоинство, параметры, которые мы используем для подбора, параметры линзы отображены в виде лазерной гравировки в ней самой. Благодаря этому мы имеем всегда возможность проверить, не перепутал ли пациент линзы, и удостовериться в том, что он носит их правильно. The spherical lens has one marking, whereas the dual-axis lens has two markings. Мы имеем линзы сферического дизайна, который стал уже неким стандартом для нас, и линзы CRT Dual Axis, которую мы вам сегодня презентуем. Сферические линзы имеют один набор лазерных гравировок, в то время как CRT Dual Axis, как вы видите, вверху и внизу, имеет две группы цифр в гравировках. So you will always know the exact parameters that the patient is wearing. Вы всегда знаете параметры, истинные параметры носимой линзы. Это очень важно. The standard CRT lens, of course, has just the three base curve, return zone, and landing zone options. В стандартной линзе мы имеем таким образом три параметра, которые используются для подбора и контроля в дальнейшем. Это базовая кривизна, возвратная зона, опорная зона. The dual axis design has the single base curve, but now has the option of two return zone depths and two landing zone angles. В свою очередь, линза Dual Axis с двойными осями имеет также базовую кривизну, но отличие состоит в том, что она может иметь две глубины возвратной зоны, различные, или же два различных по значению внутри одной линзы в градусах значений опорной зоны, величины опорной зоны, или комбинацию этих параметров. The two return zone depths one will be for the flat meridian and another for the steep meridian. Ответ на логичный вопрос, рождающийся у вас. Зачем это все нужно? Мы приближаемся к коррекции астигматизма. И, как вы помните, имеем дело с двумя неравномерно преломляющими меридианами. Так вот, две глубины возвратной зоны существуют. Одна для плоского меридиана, другая для глубокого, что позволяет центрировать такую линзу успешно на астигматических роговицах. As we said, the spherical lens is approved up to -6 and 1 3/4 diopters of astigmatism. Как мы уже говорили раньше, FDA разрешает использовать линзы сферического стандартного дизайна для пациентов с астигматизмом до 1,75 диоптрий. The dual axis is the same -6 approval, but can be successful over 3 diopters of corneal astigmatism. В свою очередь, линзы Dual Axis расширяют наши возможности и позволяют коррегировать астигматизм до 3 диоптрий, также успешно. Why the dual axis lens? Well, we know that we have dropouts from the spherical design. Итак, конечно же, у нас есть пациенты, которым не удалось успешно подобрать, или вследствие того, что не подходит линзы стандартного сферического дизайна. Мы можем предложить им CRT Dual Axis. We have some current wearers who are not exactly satisfied with their vision or the proper positioning of the lens. Также мы имеем в каждой практике, поверьте, у каждого ортокератолога группу пациентов,
которой посадка, назовем ее, не идеальна или не идеальный рефракционный эффект. Он устраивает пациента, он устраивает нас, как ортокератолога, не дает никаких осложнений и так далее. Однако стремление к совершенству ведет нас к тому, что мы хотели бы попробовать линзы Dual Axis для такой группы пациентов. So before this design was available, we did have some patients that had some issues pertaining to improper centration or under treatment of their astigmatism. До появления линз нового дизайна с двойными осями мы имеем такую группу пациентов, у которых есть неидеальная центрация. А центрация – это ключевой момент для успеха ортокератологии. The dual axis design alters the peripheral lens shape to align itself in both meridians. Что интересно, что наша линза Dual Axis имеет периферическую часть линзы, которая имитирует форму астигматической роговицы за счет того, что имеет разную глубину для плоского и крутого меридиана. Patients that have approximately more than 15 microns of average elevation difference can be candidates for this design. Пациенты с роговичным астигматизмом со средней топографической, подчеркиваю, топографической разницей более чем в 15 микрон могут считаться потенциальными кандидатами для назначения им линз с двойными осями. Речь идет об оценке роговицы на элевационных топографических картах. So, what it is not is a toric design. Однако, что хотелось бы отметить, что линзы CRT Dual Axis – это не торические линзы. The base curve or treatment curve remains spherical. Центральная лечебная зона остается круглой и сферичной. The edge of the lens is round and planar. Это же справедливо и в отношении края. Он также остается круглым и плоским. Here is this word again about proximity control technology. We are allowed to alter these lens parameters independently of each other. В чем же состоит контроль подобия? И эта технология, которую мы сейчас еще раз вспомним. Речь идет о том, что мы можем изменять управляемо глубину и выбирать разницу в глубине возвратных зон для астигматической роговицы в зависимости от ее конфигурации, тем самым добиваясь абсолютно идеальной центральной посадки. Или же можем управлять в градусах опорной зоной, или комбинировать эти параметры, добиваясь как раз максимального подобия периферии астигматической роговицы. It is the only design that you can change the return zone or landing zone angle and the base curve will remain spherical. Но что бы вы ни изменили в опорной зоне и возвратной зоне, сферическая круглая оптическая зона будет оставаться такой же. So, depending on the average elevation of the pre-treatment map, you can have three different options. Таким образом, повторимся, у вас есть несколько путей центрации линзы на астигматическом глазу. Посмотрев разницу меридиональную в элевации роговицы, вы можете назначить пациенту две разные глубины возвратной зоны в одной линзе. Например, 525 и 575 комбинация этих параметров обозначает глубина сагитальная возвратной зоны в одном меридиане 525 микрон, в другом меридиане 575 микрон. Дельта составляет 50 микрон. Или же использовать два разных угла наклона опорной зоны 33 и 34, сделать линзу по краю более отстоящей от роговицы или более прилегающей, или использовать комбинацию этих двух различных параметров, добиваясь идеальной центрации. You can have a single base curve with two return zone depths, one for the steep and one for the flat meridian. У вас, это я уже сказал, окей. Right, we went through that. Or you could have a single base curve
single return zone but 2 landing zone angles. Таким образом, у вас, например, он приводит примеры, например, может быть некое стабильное значение basic curve, затем одинаковая глубина возвратной зоны по всей поверхности линзы, но при этом два разных угла наклона опорной зоны по отношению к роговице. Or the last combination is that you can have a single base curve, 2 return zone depths, and 2 landing zone angles. Или, например, линза, которая имеет две глубины возвратной зоны и два разных угла наклона линзы по отношению к роговице. All this depends on the amount of pre-treatment corneal astigmatism. Все это вы можете вычислить до начала коррекции астигматической роговицы. The limitations are that all the lenses are in a plus 50 power and you have 2 diameter options available. Относительно ограничения метода мы имеем линзы с Dual Axis только в диаметре 10,5-11 мм шагом в 0,5 диоптрии. So, how does this all work? Как это работает? We know that in order for orthokeratology to be successful, we have 2 forces at work. Для того, чтобы ортокератология и линзы давали свой эффект, мы должны не забывать о действии двух главных сил. Both of those forces depend on the appropriate tear film volume underneath the lens. Эти силы, степень их силы, если так можно выразиться, будет зависеть от особенностей распределения слезной пленки под внутренней поверхностью линзы. О чем я хочу сказать? О том, что слезный слой оказывается в пространстве между поверхностью эпителиальной роговицы и поверхностью линзы, которая имеет определенную диаметрию. Причем, заметьте, очень четко видно на этом слайде, в центре мы имеем более тонкий слой, на периферии мы имеем более глубокий такой резервуар слезы. В силу этого создаются разница тянущей и выталкивающей силы, разница давлений, разница сил. The first force is the push force, which is the base curve being flatter than the flattest keratometry reading. Первая сила, положительная выталкивающая, формируется в центре, в оптической зоне. The pull force is the tear layer underneath the lens in varying thicknesses. Вторая сила, отрицательно тянущая сила, которая рождается в области, там, где линза отстоит. Голубым цветом, как вы видите, выделена зона RZD, возвратная зона в линзе, которая, как напоминаю, глубже значительно по сравнению с оптической зоной. Вот в этом месте формируется тянущаяся сила. Here is an example of the first force, the push force, where we have a very flat base curve in the center of the eye. Что представлено на данном снимке? Демонстрация первой силы, которая воздействует. В центре мы видим очень плоскую зону, и вот этот тач, касание, соприкосновение очень высокая в центральной зоне, а вот клиренс, который вы видите, внизу вообще показан график распределения слезы под линзой, чтобы было понятно, о чем идет речь. Естественно, в центральной зоне, которую мы уплощаем, уровень слезы мал, и он прогрессивно увеличивается к периферии, к средней периферии. But we know that we do not want to have central corneal touch. Однако касание, о котором мы говорим, понятие условное. Мы не имеем реального соприкосновения поверхности линзы с роговицей, что делает, опять-таки, эту методику безопасной. На самом деле мы имеем толщину слезного слоя просто малую в центральной зоне. И настолько малую, что при проведении флуоресциновой пробы биомикроскопической флуоресцин не может, скажем так, проявляться, быть виден во время этой пробы. И возникает ощущение, что линза непосредственно касается роговицы, но это не так.
So the second force is the negative pressure force, and that is derived from the peripheral zone of the lens being in near contact with the cornea. Вторая сила формируется в области самого глубокого места этого слезного резервуара, то есть в возвратной зоне в нашей терминологии. Это сила отрицательного давления. Она тянущая. So, when we put the two together, we have approximately 5 to 10 microns of tear layer centrally and in the periphery. Итак, когда мы совместим это в единый график, мы увидим, что в центре слой слезы может быть, например, таким минимальным, как 5 микрон по толщине. В то же время в возвратной зоне, в глубокой зоне, выстоящей над средней периферией линзы, мы видим глубину в 550 микрон. On a near spherical cornea, this all comes together to work successfully. Но жидкость стремится к выравниванию сил, и это заставляет эпителий именно перераспределяться, не сжиматься, не ссыхаться, а именно перемещаться. Кроме того, модуль упругости эпителия, который попадает в систему между относительно жесткой линзой и достаточно жесткой подлежащей стромой, способствует этому процессу перераспределения эпителия. So, what does this have to do with astigmatism? Итак, мы видим нормальную топограмму, хорошо выраженный рефракционный эффект, но какое это все имеет отношение к астигматизму. Сейчас приближаемся к этой теме. There are two general topographical results that shows us astigmatism patterns. Мы продемонстрируем два разных топографических результата, которые показывают разницу в глазоастигматическом моменте. One is what we call apical astigmatism. Один тип астигматизма – это сугубо топографическая классификация, так называемый верхушечный или центральный астигматизм в пределах центральных 3-4 мм. And it is confined within the 6 millimeter treatment zone. И он полностью покрывается 6-миллиметровой в диаметре лечебной зоной стандартной линзы сферической по дизайну. These types can be successfully fit with the spherical product. И, естественно, такой вид астигматических роговиц может быть прекрасно преодолен, и можно успешно назначать здесь офтальмологов стандартного дизайна. Here we see a lens, a spherical lens on an eye that has the astigmatic pattern that falls within the treatment zone itself. На данном слайде мы видим классический правильный паттерн, который называется бычий глаз, флуоресцентовая проба с идеальным положением линзы на глазу. We have good alignment in the periphery in all meridians. Мы имеем правильное распределение флуоресцена во всех зонах. Now, let's look at the other type of astigmatic pattern, and we call this a Limbus to Limbus pattern. Итак, если вы посмотрите на вторую топограмму, где изображен лимбальный астигматизм или астигматизм от лимба до лимба, который не ограничивается центральными участками роговицы, вы посмотрите, что та же линза дает совершенно другую посадку. The pattern falls outside of the treatment zone width so that when the lens is on the eye, the lens does not align in both meridians. Как вы видите, нет нормального касания опорной зоны на всей протяженности линз, по всему диаметру, по всей окружности линзы. В некоторых местах мы видим это касание в верхней части линзы, там, где от лимба до лимба, обратите внимание на слайде, в нижней части подтекание флуоресцина свидетельствует об отсутствии касания, об отсутствии опоры в этом месте линзы на глаз. We have alignment in the flat meridian, but it is lost in the steep meridian. То есть мы получили нормальное касание и села линза в плоском меридиане, но мы не смогли этого добиться в более крутом меридиане. В более крутом меридиане наша стандартная линза выглядит плоской. В данном случае это по вертикали. Нижняя часть слайда это хорошо демонстрирует.
And in most instances, the lens will decenter superiorly. И результат – децентрация линзы кверху вместе с оптической зоной. Here we see a spherical lens on an astigmatic cornea, and you can see that the tear film volume is not aligned in the steeper meridian. Так вот, когда мы еще раз посмотрим на флуоресценовой пробе, как на астигматический глаз одета сферическая линза, мы увидим неравномерное распределение слезного слоя, окрашенного флуоресцином, в таком глазу. Here, this design is able to use two different return zone depths, one in the flat meridian and another in the steep meridian. И, заметьте, прекрасная логика. Предложенный дизайн линз имеет свою глубину возвратной зоны для плоского меридиана и более крутую, более глубокую возвратную зону для крутого меридиана. Таким образом, мы обеспечиваем центральную посадку линзы. Here we see a dual axis lens on the astigmatic eye. И мы видим сейчас идеально центрированную линзу на астигматическом глазу. And we see good peripheral alignment in both the flat and the steep meridian. Прекрасное прилегание линзы по всему диаметру, по всей окружности. Let's use an example of this eye that has almost 3 diopters of corneal astigmatism. Здесь глаз с лимбо-лимбальным астигматизмом почти в 3 диоптрии. And you can see that the pattern is a limbus to limbus pattern. Есть виду. This is the right eye with the spherical lens on. На него примерили линзу сферического дизайна. It has a single return zone depth of 525 microns and a single landing zone angle of -33. Параметры линзы, базовая кривизна, радиус кривизны 8,6 мм, глубина возвратной зоны единая по всей окружности 525 микрон, градус прилегания опорной зоны 33 градуса по всей окружности единый. Как вы видите, линза децентрирована. Again, we have good peripheral alignment in the flat meridian, but have lost it in the steep meridian. С 3 до 9 часов вы видите хорошее касание линзы ее опорной зоной, однако в крутом меридиане с 6 до 12, для облегчения понимания, мы не получаем достаточного касания линзы. Линза плоская для этого меридиана. This is the dual axis lens on the same eye. Когда мы оденем на этот же глаз линзу, имеющую 2 глубины возвратной зоны, то мы получим ее идеальную посадку. Заметьте, с 12 до 6, во-первых, нет децентрации кверху, линза не плоская для этого меридиана, благодаря тому, что она имеет глубину возвратной зоны на 50 микрон больше, чем в противоположном меридиане. За счет этого достигается опять-таки центрация. We are using the same 525 micron zone in the flat meridian, but we have added 50 microns to the return zone in the steep meridian. Okay. Are we time? Yeah, okay. We have to move. Okay? Yes. Yes. Here's the left eye, same situation. Левый глаз, такая же ситуация. Совершенно другая посадка у линзы с двойной возвратной зоной. And here is the left eye with the dual axis with the same 50 micron difference. Такая же 50-микронная разница. Let's look at the topographical results. Давайте посмотрим на данные топограммы. Here is the spherical lens on the astigmatic eye. Помните эту сферическую линзу, которую мы одели на этот астигматический глаз с лимбо-лимбальным астигматизмом? It is off-center. Естественно, она децентрована, оптическая зона ушла кверху. Here is the left eye Это левый глаз, на который одета дуал-аксис. and the topographical result. Идеальный паттерн, центральное голубое озеро, зона воплощения.
помещение по центру не смещена, расположена идеально. Here is the comparison of the two results. Это сравнительные снимки. Here is just a exploded view of the tear layers between the two meridians. Таким образом, правильное распределение слезы под линзой с двумя осями является залогом ее правильной центрации. The fitting philosophy is to use your standard lens from your dispensing set. Как подбирают эти линзы? Если сначала шаг первый, мы подбираем стандартную сферическую линзу. And if you're unable to have the proper position or fluorescein pattern, consider dual axis. И только в том случае, если вы не достигаете нормальной центрации, правильного положения линзы на глазу, паттерна бычий глаз на флуоресциновой пробе или недокоррекцию, вы можете подумать о линзах с двумя осями. There are two methods for designing this product. Есть два принципиально разных пути для подбора астигматических линз, для расчета этой самой разницы в глубине возвратных зон. One is to calculate the average difference on an elevation map. Вы, используя элевационные карты, топографически можете посчитать самостоятельно разницу астигматическую в кератометрии обоих меридианов, двух главных меридианов. And the other is to use a software that has been available. Например, если разница составила 40 микрон, логично выбрать линзу с глубиной возвратной зоны с дельтой 50, 525, 575. Второй вариант – ввести данные исходной топограммы в специальную программу, которая позволит рассчитать идеальную линзу. То есть вам поможет программное обеспечение. This is an example of what the software looks like for the dual axis lens. И это скриншот из программного обеспечения программы, которая используется для расчета линз Dual Axis. Обратите внимание, коллеги, это же просто потрясающе. То есть вы, меняя в компьютере параметры линзы, используя данные, импортируя туда предварительно данные топограммы роговицы данного пациента, вы можете симулировать на экране монитора вид флуоресциновой пробы, которую вы получите потенциально, одев на него данную линзу. There are diagnostic lenses available. У нас есть лечебно-диагностический набор, состоит из 16 линз. And since the design has been available, it is approximately 15% of total lenses used. Или есть расширенные наборы, в которых больше линз. И не забывайте, что на сегодняшний день 15% подборов рефракционной ночной терапии составляют именно линзы Dual Axis во всем мире. Thank you for your time. Спасибо за ваше внимание. And thank you to Natalia.